Petrol Plaza вновь приветствует вас. На этот раз из Москвы, с выставки «Автокомплекс», ведущей выставки в автозаправочном бизнесе в России. Команда Petrol Plaza из года в год посещает автокомплекс, чтобы ознакомиться, изучить, исследовать тенденции на рынке и встретиться с крупнейшими российскими и международными компаниями. Так давайте же узнаем, что они приготовили для нас на этот раз, как развивается рынок и чего нам следует ожидать. Michael, thank you very much for the honor of being here. I think there are two ingredients which make business not only more successful, but also more enjoyable. It's trust and it's cooperation. And I think our relation is based on trust and cooperation for, I don't know exactly, but 10 years or even more. Компания Melston – это компания, которая занимается развитием сети АЗС. То есть, начиная от проектирования сети АЗС, строительно-монтажные работы, проектно-изыскательные работы и дальнейшее сервисное обслуживание автозаправочных станций. А что касается основных трендов на рынке автозаправочного бизнеса в России, то сейчас можно выделить 4 основных тенденции. Первая из которых – это франчайзинг. То есть крупные сети вкладываются в свой бренд для того, чтобы потом продать франшизу на свой бренд более маленьким компаниям. Второй тренд – это развитие магазинов при сетях АЗС. Дело в том, что стоимость топлива, маржинальность топлива, она ниже, как-то не парадоксально, ниже, чем маржинальность продуктов на АЗС, и поэтому многие компании вкладываются в развитие магазинов. А третий тренд – это развитие электромобильного транспорта, то есть электротранспорта. Напомню, что в 2015 году вышло постановление о том, что каждая АЗС должна быть оснащена специальным модулем для зарядки электромобилей, для того, чтобы дать толчок развитию данного вида транспорта. Нельзя сказать, что все компании восприняли это с энтузиазмом, но тем не менее сейчас есть попытки установки зарядных станций на АЗС. И четвертый тренд – это интеграция бизнеса с IT-технологиями. И можно сказать, что вот компания Melston, например, внедрила у себя такой очень, можно сказать, крупный проект, как автоматическая система управления сервисной службой. Мы должны сделать так, чтобы клиент получал максимально качественное обслуживание. И 2 года назад мы взялись за этот проект. В чем был его смысл? Мы посчитали с нашими клиентами, посмотрели, какие основные моменты мы могли бы улучшить у себя в процессах, и поняли, что в первую очередь это должна увеличиться мобильность транспортных потоков и мобильность обслуживания клиентов. И второе – это уход от мощного потока бумажных документов. Таким образом была разработана система, сейчас она постоянно обновляется. Клиент, если у него возникла на АЗС какая-то проблема, он обращается к нам через электронного диспетчера. Электронный диспетчер передает заявку на ближайшую машину, в которой едет специалист по данному направлению и у которого есть в машине на складе, потому что машина представляет собой мобильный склад, все необходимые детали. Таким образом поступает заявка к нему, он оперативно едет на станцию и заявку закрывает. Российский рынок, как мне кажется, адаптировался после нефтяного кризиса. Идет по-прежнему консолидация рынка. Мы видим это и с точки зрения наших клиентов, и с точки зрения основных игроков, поставщиков оборудования, некое укрупнение. Но мы думаем, что это укрупнение идет рынку на пользу. То есть мы можем предложить клиентам большее оборудование из одних рук, так скажем, соответственно, оптимизировать и цену без потери качества. В 2017 году мы на автокомплексе представляем наш традиционный набор продукции. Это гибкий трубопровод КПС, это
навесное оборудование для светлых нефтепродуктов, для сжиженного и сжатого газа. И наши коллеги компании DFS, Dover Fueling Solutions, представляют топливораздаточные колонки Tachheim, Вейн и уравнемеры ОПВ. Весь, скажем так, круг оборудования корпорации Dover для розничного рынка. Выставка для нас проходит успешно. Мы считаем, что это одна из наиболее таких активных выставок. Приходит много клиентов, вертикально интегрированные компании, частные компании. Со всеми мы провели продуктивные переговоры, наметили план на следующий год и закрепили успешные результаты этого года. С Петроплаза мы сотрудничаем давно и каждый год. Спасибо порталу Петроплаза за информационное освещение нашей выставки. Для нас это важно, поскольку мы можем ретранслировать наши мысли, идеи гораздо более широкому кругу клиентов, которые по каким-то причинам не смогли присутствовать на выставке, и нашим международным партнерам. Но в любом случае рынок не стоит на месте, несмотря на то, что тенденция идет в сторону расширения винков, в том плане, что они наращивают количество станций, но при этом могу сказать, что и независимые АЗС, несмотря на то, что их число сокращается, но сейчас этот процесс немного стабилизировался. Сейчас АЗС следует рассматривать не как место, где водитель приехал только заправиться бензином, но еще и провести свое свободное время на заправочном комплексе, например, сходить в кафе и расплатиться уже не наличными, а, скажем так, картами, воспользоваться программой лояльности, которую предлагает компания. А это значит, что для владельцев АЗС важно иметь оборудование не только заправочное, но и для контроля и автоматизации сопутствующих процессов. Мы, как всегда, поставляем комплексные решения, то есть это и контроль всей автозаправочной станции, это и автоматизация процессов оплаты, и, конечно же, отслеживание состояния самой АЗС. Пока я не буду говорить о результатах, но в любом случае каждая выставка, а мы участвуем в выставке «Автокомплекс» каждый год, всегда это и для нас новый опыт, это и новые клиенты, и, конечно же, новые контракты с существующими уже клиентами. Так как мы представляем комплексные решения, наш портфель оборудования постоянно пополняется, и в этом году мы представляем решения для коммерческих автопарков, а не только для АЗС. Решение компании «Орпак», кстати, нашего последнего приобретения, это контроль за процессами доставки топлива, предотвращение случаев хищения и учет топливных запасов. Происходит период взросления рынка. Может быть, не для каждой компании это интересно или полезно, но тем не менее это так. То есть появляются большие игроки на рынке, маленькие игроки потихонечку уходят, поэтому все меняется. Но это не значит, что это все плохо. Мы глобальные игроки на этом рынке, поэтому мы достаточно уверенно себя чувствуем в этой ситуации. А что касается новых продуктов, то мы представляем колонку метановую и новый пистолет Ultra Nozzle. Отличие старой версии пистолета от новой заключается в том, что он более точный дает налив, уменьшает пенообразование топлива, это очень актуально для дизельных продуктов, и работает более качественно. Вот. Что касается метановой колонки, то вы знаете, сейчас на российском рынке идет преобладание и развитие этого направления. Мы стараемся не отставать, и вот в эпоху этих перемен выпустили новое оборудование, метановую колоночку. Компания Tachheim известна во всем мире как лидирующий производитель топливораздаточных колонок. Большой объем колонок производится на европейский рынок и в том числе на рынок стран России и СНГ. Традиционно Tachheim в России работает через сеть своих дистрибьюторов. Также Tachheim работает со странами СНГ, с Белоруссией, с Казахстаном, с Украиной, в Туркменистан колонки поставляем. Не секрет, что рынок автозаправочного оборудования зависит также и от рынка нефти. Нефть за последнее время показывает тенденцию к снижению.
В результате этого большие нефтяные компании недополучают в бюджет достаточно средств, и мы чувствуем, что рынок немножко стагнирует. Но в то же время мы сейчас замечаем тенденции к восстановлению рынка, хотя бы ситуация немного стабилизировалась, и мы смотрим с перспективой в будущее и надеемся, что в ближайшее время рынок потихоньку начнет восстанавливаться, и строительство новых АЗС возобновится. Возможно, также в России перспектива развития дорожных сетей, что тоже может повлиять на объемы продаж топливозаправочного оборудования. Такхайм поставил в предыдущие годы хорошие объемы колонок, очень много АЗС оборудованы нашими колонками, и в перспективе мы тоже ожидаем достаточные продажи на рынке России и стран СНГ. Автокомплекс традиционно служит для нас площадкой для сбора наших заказчиков, наших дистрибьюторов. В то же время мы чувствуем, чем дышит рынок, смотрим, какое оборудование представляют наши конкуренты, какие-то появляются новые компании. Из Китая компании очень активно и агрессивно заходят на российский рынок. Нам приходится присматриваться, работать, скажем так, на опережение, то есть занимать лидирующие позиции на рынке, как это всегда было у Такхайма.